Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня я квашу капусту. Для этого я взяла один небольшой качан капусты. С кочерышкой он весит 2 килограмма 120 грамм, а без килограмм 600 грамм. Одна небольшая морковь весом 120 грамм и 19 грамм соли. Это примерно 1 столовая ложка соли без верха. Квасить капусту я буду обычным классическим способом, без воды и сахара. Для квашения капусты очень важно правильно выбрать емкость, то есть материал, из которого она изготовлена. Обычно используют эмалированные либо стеклянные емкости. Поэтому выбирайте либо эмалированную кастрюлю, либо стеклянную кастрюлю, как у меня, либо стеклянную банку. А для шинкования капусты я буду использовать вот такой нож. Он нарезает капусту в 2, а то и в 3 раза быстрее, чем обычный нож. Поэтому всем рекомендую им воспользоваться. А теперь займемся капустой. Верхние листья удалим. Друзья, для удобства нарезания капусты кочерышку я не вырезаю. Я просто разрезаю качан на 2 половинки. Никаких повреждений нет, и я могу смело нарезать капусту. Друзья, получается вот такая красивая соломка. И я вам покажу, как можно при помощи овощечистки сделать морковь по-корейски. Вот выбираем вот такие зубчики. Левой рукой хорошенько зажимаем морковь с одной стороны. И вот что у нас получается. Друзья, вот такое количество у меня получилось капусты. Как видите, она вся белая. Сейчас я ее просто перемешаю с солью, не сдавливая, не выдавливая из нее сок. Она достаточно сама по себе, видите, она вся блестит. Она очень и очень сочная. Проще капусту выложить на стол. И добавлю сюда соль. Теперь вот просто вот так вот такими движениями, аккуратными, капусту нужно перемешать. Вот, видите, я ее не давлю, а она вся блестит. И теперь я добавляю морковь к капусте. И опять-таки такими легкими движениями перемешиваю морковь с капустой. И выкладываю капусту, утрамбовывая ее, чтобы она плотно-плотно лежала. Капусту я еще вот так придавлю сверху. Видите, все руки мокрые. А гнетом для капусты у меня послужит 3-литровая банка. Друзья, хочу показать вам, сколько выделилось сока за пару часов, пока вот простояла эта банка на крышке в качестве гнета. Вот я надавливаю, посмотрите, сколько сока уже капуста выделила за каких-то пару часов. А перед тем, как поставить банку, его практически вообще не было видно. Так что гнет для капусты обязателен.
И еще один важный момент. Перевернутая крышка для гнета у меня занимала практически весь диаметр кастрюли. И выход углекислого газа был затруднен. Поэтому я заменила ее обычной тарелочкой, которая оставляла больше места для выхода углекислого газа. Прошло 2 суток, и посмотрите, насколько больше стало сока и какая появилась пена. Это работа молочно-кислых бактерий, и это нормально. Капусту во время квашения нужно освобождать от углекислого газа. Это можно сделать при помощи деревянной шпажки, вот таким образом. Прошло 4 суток, и, как видим, пена уже практически полностью сошла, и моя капуста готова. Сейчас я выложу ее на тарелочку, сделаю салат и попробую. Салат из квашеной капусты готов. Это вкусная закуска к любому мясному блюду, особенно к горячей картошечке. Капуста получилась вкусная, с легкой кислинкой и в меру соленая. Получается, на 1 килограмм 600 грамм нашинкованной капусты без кочерышки ушло 19 грамм соли. Для меня это оптимальный вариант. Я всем советую заготовить квашеную капусту на зиму. Это бесценный кладезь витаминов и микроэлементов. Ну а я, как всегда, приглашаю вас подписаться на мой канал, поставить лайк. До скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.